Друзья, это третья часть фильма о сложной пересадке 3 орхидей из горшочка лодочка. Первые 2 части можно посмотреть в плейлисте, ссылка на который находится в правом верхнем углу экрана. Приятного просмотра! Это последняя орхидея. Больше всего я волнуюсь из-за этой орхидеи. Во-первых, мне не нравятся ее листья. Вот эта черная точка – это признак грибка. А вот эти светлые пятна – это признаки вирусных заболеваний. Когда 3 орхидеи и одна из них с вирусным заболеванием находятся в одной посадке, то велика вероятность, что 2 другие тоже заразятся вирусом. Вот это мне все и не нравится в совместных посадках. Давайте отрежем ненужные орхидеи корни. Здесь я вижу всего 2 таких корня. И отрежу их полностью. Так, это первый. Это второй. Теперь внимательно осмотрим остальные корни. Всегда у корней бывают сухие кончики. Этот корень начал сохнуть, и он скоро засохнет совсем. Его не нужно оставлять в посадке. Вот, впрочем, и все. Эта орхидея цвела, наверное, всего 2 раза. Я вижу всего 2 цветоноса. Отрезаем сухие цветоносы. Сухие цветоносы обрабатывать не нужно. В эту сухую часть не попадет патогенная микрофлора. А вот привести в порядок ствол орхидеи нужно обязательно. Как я уже показывала, нижнюю часть черную ствола обрезаю и очищаю ствол орхидеи от старых листьев. Видите, даже чернота, это все тоже очищается. Это старые листья. Сейчас внимательно посмотрю, что там под этими старыми листиками, все ли там в порядке. Нет ли каких-нибудь черных точек. Не мешают старые тяжи. Они точно не нужны орхидеи. Их можно отрезать от ствола. И вот на этой орхидее, убрав старые листья, я увидела вот такое черное пятно. Что обозначает это черное пятно? Здесь должен был вырасти корень, но по каким-то причинам он не вырос. Получилось такое черное пятнышко, но это черное пятнышко сейчас, оно мягкое. И вот такие черные пятна, мягкие черные пятна, где вот эта черная гниль может проникнуть в ствол орхидеи, нужно обработать капелькой Максима. Сейчас я принесу Максим и покажу вам, как я ставлю буквально точечку на это черное пятно. Только постараюсь здесь все убрать сейчас.
Мне раньше говорили, что это самый мой любимый препарат, которым я пользуюсь. Да, он хорош, но, к сожалению, не во всех странах он продается. Но у нас, по счастью, есть. Хотя выпускает его даже Сингента. Ну, по крайней мере, выпускала. Я не знаю, сейчас работает она или нет. Но фирма Сингента выпускала его во флакончиках. И даже сейчас его еще можно приобрести. Это Швейцария. Да, по-моему, это Швейцария Сингента, да? Ну, в общем, по счастью, у нас есть этот препарат, и можно его использовать. Это фунгицид. Можно обрабатывать корни. Если вы видите какие-то гнилые корни и очень переживаете за свою орхидею, можно обработать корни раствором Максима 2 мл препарата на литр воды. Максим Дачник разводится по-другому. Он более концентрированный и предназначен не для цветов и картофеля, а для газонов. Его можно использовать, но очень аккуратно. И если у вас есть только Максим Дачник, то лучше всего разведите 1 миллилитр на литр воды. Так будет надежнее. Очень часто, раньше, когда применяли Максим Дачник, делали такую же дозировку, как и этот Максим, и сжигали корни орхидей. Если правильно пользоваться этим препаратом, то корни орхидеи вы не обожжете. Но вот таким Максимом можно пользоваться и неразбавленным. Конечно, ни в коем случае не намазывать корни. Если даже этим намажете корни, то все равно обожжете. Поэтому очень аккуратно, буквально 1 каплю, смотрите, тоненькая у меня есть кисточка, и этой тоненькой кисточкой я наношу препарат на черную точку. Вот и все. Пипетка 2 миллилитра иногда столько не нужно для обработки, поэтому я переливаю раствор в шприц и храню его в темном месте и закрытом. Тёма соскучился, вернулся. Ну, потому что уже столько орхидей нет на столе, можно возвращаться. Ну, а теперь приступим к посадке. Посажу я одну орхидею, покажу вам. Это, по-моему, это не столь интересный процесс. Сажаю я их все одинаково. И все эти 3 орхидеи росли в керамзите. И росли неплохо. Так что посадка будет в керамзит. Мне кажется, что все-таки эта орхидея называется Готрис. Посажу я ее с детками вместе, аккуратно поместив в горшок все корни. Стараюсь все корни направить вниз. Еще же желательно их не сломать. Вот так получилось. И теперь просто насыплю керамзит в горшок. Все, мы перестаем.
Вот здесь очень хорошо видно, что основания всех 3 орхидей находятся на одном уровне выше грунта. Сейчас я поставлю 2 орхидеи в горшки, но насыпать керамзит в горшки на камеру я не буду, потому что это все происходит одинаково. Вот как поместить корни в горшок, это может быть по-разному. Потому что корни у орхидей у всех разные. Так, это будет расти вот так. Постараюсь при посадке придерживать ее по центру горшка. Это несложно. Вот у этой орхидеи самые большие корни. Наверное, будут самые большие сложности поместить эти корни в горшок. Но попробуем. Наверное, забыла вам сказать, что все 3 горшка объемом 1,6 литра. И перед тем, как начать посадку, я все 3 орхидеи 20 минут подержала в воде. То есть корни орхидей, не сами орхидеи, а корни. Для того, чтобы они были менее ломкие, пока снимаем, они немножко подсохли, стали более серебристыми, но они наполнены водой и хорошо укладываются в горшок. Вот, пожалуйста. Вот так будут посажены все 3 орхидеи. Посадку сейчас покажу. Сёма сказал, что все пересадки он уже видел. И хочет отдохнуть. Сёма вообще видел все. Все 3 орхидеи посажены. Выглядят они теперь более опрятно. Но когда же их можно будет полить? А полить их можно будет только через 4-5 дней. Явно есть поврежденные корни. Для того, чтобы орхидеи залечили эти ранки, и нужны эти 5 дней без полива. Орхидеи за это время не погибнут. Но для того, чтобы не попадала в эти ранки патогенная микрофлора, мы и делаем такой длительный перерыв в поливе. 3-я орхидея, которая я сказала, что вероятно она с вирусным заболеванием, конечно, я их обрабатывала топсином, но приходилось обрабатывать все 3. Распространения пока заболевания нет. Молодой листик растет здоровый, но все-таки отдельно ее обрабатывать лучше, нежели все 3 вместе. Пусть теперь растут отдельно, радуют меня своим цветением и быстрой им адаптацией. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале и продолжим пересадки возрастных, домашних моих старых орхидей. Напишите, вам это интересно?